Вчера ездил в лес за белыми грибами и хочу вам сейчас показать, какие получились белые грибы замаринованные и сколько в итоге получилось баночек. Итак, по количеству это я скажу: раз, два, три, четыре, пять. 5 вот таких баночек. Сколько? Чуть меньше литра, больше пол-литра. В общем, если все просуммировать, мне кажется, где-то, наверное, литра 2 получилось маринованных белых грибов. Все они как на подбор, где-то маленькие, где-то покрупнее. Покрупнее резали на половинки и на четвертинки. Из специй это у нас гвоздика, уксус, чеснок, перчик, соль, сахар. Ребят, вот такие классные грибочки за вчерашний день. Вот такой скромный видео отчет. Сейчас тоже собираюсь, переоденусь и поеду в лес за белыми грибами. Все, ребята, я переоделся, я в форме, в нормальной форме. И теперь говорю: всем привет, это канал Юрганов Лайф, друзья. Мы находимся в лесу, и сегодня будет тихая охота, грибалка, прям грибалка на белый боровой гриб. Погода позволяет, тишина, спокойствие, никакой нервотрепки, просто душевный отдых. Весь улов я отдам частично мамуле, я с мамулей сегодня поехал за грибами, и частично отдам Михаилу. Себе я брать ничего не буду, я их готовить не буду. Итак, привет Москва, привет Санкт-Петербург, Украина, ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь в частности, Керчь, Геленджик, Сочи, Абхазия, Америка, Бразилия, Аргентина, ребята, Польша, привет, Эстония, Латвия, Зинаида, привет, Сергей, огромный привет, Бахара, Мустафа, всем, ребята, всем огромный и огромный привет. Давайте сейчас приступим к сбору белых грибов, и я планирую пойти вот в ту сторону. Там низинка, и мне кажется, в этой низинке что-то в виде боровичков да должно быть. Потихоньку, кстати, пока я переодевался, я уже один белый срезал и положил в корзинку. Так что для меня тихая охота началась где-то, наверное, минуты 3 назад. А теперь идем с вами в лес за грибами. И вот, ребятушки, прям тут же на стоянке козляков куча огромная. Но мы проходим мимо и останавливаемся возле белого. Вот такого маленького. Кому он достанется, мамуле или Михаилу, не могу сказать. Будем делить, но кому-то да достанется. Вот эта низинка. Я все спускаюсь. Мамуля вон бродит. Не знаю пока какой у него результат, но у меня уже плюс 2. Сколько в конечном счете будет, ребят, узнаем в конце ролика. Насобирал кто-то уже нарезал. И, ребят, вот он, Красотульченкин. Красотульченкин рядом стоит. Кому-то повезло сегодня. Вернее, повезет сказочно. Такое бывает раз в жизни, то не у каждого. Михаил, возможно, это перепадет тебе. Такой бубльгум прям. Но грибы-то грибами, но лучше и все интереснее собирать. Небольшой. Грибников тут, конечно, мама дорогая, сзади меня идет прям по пятам. А вон я вижу тоже беленький, уже достаточно большой. Он прошел
прям по вот этой дорожке, его не заметил. И правильно сделал, потому что не для него цветочек этот рос, а для меня, для Ивана Алексеевича. Нет, для Михаила. Михаил, запомни, этот цветочек рос для тебя. Цветочек для Михаила. Вон тот дед-грибник меня преследует. Вон он ходит. А вот меня преследуют белые грибочки. И их ребята. Их ребята 3 штуки. Вот это азарт прям. Какого? Я смог это. Я это смог сделать. Ух ты. Это как называется? Я обманул дедушку. Нет, мне не стыдно. Он там тоже у меня на перерезках схватил белый гриб. Вот он. Кто первый прошелся, того и грибочки. Ребятушки, я этот ролик, знаете, как назову? Я уже придумал. Благотворительный сбор белых грибов. Я себе же ничего не возьму, а отдам нуждающимся. Михаил, тебе привет. Михаил улетает в Москву, и он хочет с собой взять белых грибов. Михаил, возможно, он тот гриб, который растет. Возможно, он для тебя, он будет твоим талисманом. Если ты его засушишь, он прослужит долго. Если ты его просто будешь, как его, целиком оставишь там под водой, он у тебя сгниет. Будет вонять, а вонючие грибы эти белые. Короче, вот грибочки, ребятушки. Ах ты, какие грибочки. Ай да ляпота. Вот в лесу, если кто шел за грибами, устал, есть тут комната отдыха. Ну или, наверное, двухспальная кровать. Правда, немножко жестковато, но тем не менее, кто-то что-то построил. Для чего, я не знаю. Но люди старались. Молодцы. Так. Планирую пойти вон туда. Там и красиво, и оттуда доносится запах боровичков. За ночь как подрос. Ай-яй-яй-яй-яй, иди сюда. О, там червячок уже. Ждал, чтобы запрыгнуть на этот экспресс. Надо еще в округе поискать. И... Да. Вот он. Шикарнейший. Посмотрите, какой шикарный. Просто шикарный. Бум-бум-бум. Идем. Все ближе и ближе. Нет, действительно, это они за ночь вот так подросли. Потому что вчера, можно сказать, их здесь не было. То есть они вот так не выглядывали. Миша, а тебе нужен этот паучок? Взять его с собой? Смотри, какой он. Ой, какой красивый. На самом деле, ребята, почему я сегодня за грибами? Ребенок в школе учится, а жену положили в больницу. Ну, я надеюсь, ничего там серьезного, просто операция, но в любом случае. А мне одному что делать? Вот мы с мамулей поехали за грибами. Так что сказать, жена в больницу, муж за грибами. И смех, и грех, но хоть результативно, потому что вот еще один проглядывает белый. Дай бог, у Юленьки там все будет здорово. Конечно, она думала, что всего лишь это на сегодня сделает операцию, она пойдет домой, но нет. Ей сказали, что так, сегодня какое? 7 число, среда,
И сказали, в понедельник вроде как выпишут. Но в крайнем случае, в лучшем случае, в пятницу. Не знаю, так или нет. Ну, все будет хорошо, Юля, ты не переживай, когда будешь смотреть. Ты, наверное, уже даже будешь вообще бодро себя чувствовать. А так скажу, грибочки есть. По крайней мере, ты не будешь мариновать, будет мариновать Миша. Миша и мамуля. Такая достанется работа. Ну все, пошли дальше. Хватит языком чесать. Все, будет хорошо, не переживай. Все, огонь. Лес нас любит. Мамуля объяснила только что политику партии, что надо в лесу ходить зигзагами. То есть как можно больше площадь леса прочесывать. И на практике, ну, так же сделать. То есть он там на пригорочке был. Сначала он там на пригорочке был, потом. Он по прямой идет туда, и все. А я вот так хожу. Что-то она увидела, что-то нет. И вот, зато я увидел. Зато я увидел и могу вам показать. Вот он. Чем больше ты ходишь, тем больше ты сжигаешь калорий, тем больше ты становишься здоровее, тем больше у тебя грибов. Чем больше у тебя грибов, тем... О, гусеничка поползла. Чем больше у тебя грибов, тем твоя корзинка тяжелее. Чем корзинка тяжелее, тем тебе тяжелее. Чем тебе тяжелее, тем ты больше сжигаешь калорий. А? Как я вывел гуся. Все, белые грибы в помощь для здоровья. Экологически чистый продукт. Натюрлих. Канал Юрганов Лайф. Подписывайтесь и пишите ваши комментарии. Я жду. Я читаю. Я читаю. Зима наступит. Всем отвечу. Всем. Там уже тысячи этих комментариев. Но я отвечу. Просто некогда. Пока что некогда. Но обязательно будет. Вот так вот. Кто-то случайно снес голову белому грибу. При этом, когда это было, так, ножка хорошая, я ее заберу, шляпку уже развандалили. Ну, повесим на сучок вот сюда. Пускай будет здесь. О, сухостой шатается, смотрите как. О, сейчас упадет. Осторожней. Сейчас может упасть. Ладно, давайте, чтобы на голову никому не упал. Толкнем ее. Вон туда. Все. Зато никого не придавит. Ух ты! Боровичок, здоровячок. Парное выступление. Ребята, их тут 2 штуки. 2 гриба. Парное выступление боровиков. Обалдос. Обалдос. Кто там шикардос? На вот этот наступали в свое время. Придавили. Но он воспрял, можно так сказать, из опавших. Ребята, смотрите, какие грибы, силачи. Огонек прям. С горочки спускаюсь. Поднялся как бы тяжело. О! Ух ты, вот он. Идет. Здорово. Запыхался я что-то. Запыхался. Красавчик мамуля там что-то кричит меня. Сейчас отвечу. Иду и пою всякие песенки. Реально. Вернее, сначала насвистывал, а потом придумал слова. Сейчас вот этот беленький я выкручу и спою вам. Ой, паучок. Все, ушел. Так вот, эта песенка по мотиву Владимира Высоцкого. Песня о горах, что ли, называется. Так оставьте ненужные споры. Песенка про белых грибов. Про белые грибы. Вернее, песенка белых грибов.
Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучший спор могут быть только споры, о которых всегда я мечтал. О которых всегда я мечтал. Эх, здорово. Классная песня. Просто иду, насвистываю. Балдежно. И отдыхаю. Очень странно. Как так? Вот этот срезали. И срез-то свежий. А вот этот гриб прям не заметили. Уху. Споры белых грибов. Вот о чем эта песня. Если у вас вопросы какие-то. Споры самые лучшие. Повернул голову направо и увидел. Вот один гриб валяется. То есть кто-то пнул там. Ненужный. А рядом уже вырос тот, за которым я приехал в этот чудо-лес. Ой, выскальзывает, убегает. Мамуля там ходит. А я здесь хочу прогуляться. Показываю вам, какой красивый лес. С холмами, с такими. И с такими грибами. Ай-яй-яй-яй. Прям, смотрите, темно-коричневая шляпка. Прям действительно как головка спички. Возьми ее, только черкани об коробок. Ух ты. И вспыхнет. Черкани и вспыхнет. Бинго. Такой большевичок. Боровичок. На большой длинной ноге. В мху она всегда толстая. И такой прям упругий, плотненький. Молодец. Сказочник. Вчера в лес ходили, было тихо. А сегодня уже птички поют. Мишка, я тебе нашел гриб. Хороший. Тебя. Это будет тебя. Мамуля его не заметила, а я тебе его отдам. Вон на нем написано, видишь? Читайте. Вот прямо русскими буквами написано. Для Миши. Шучу. Ничего не написано. Так. Но, учитывая то, что у нас Миша высокий, то ему гриб вот такой длинный. Точно для Миши рос. Для Миши цветочек рос. Грибочек. Мамуля, вон ты ходишь. Вон ты ходишь, но я тебе тоже грибочек нашел. Даже два. Первый, это посмотри, это тебе лисичка такая. Достается рыженькая. Конечно, в единственном экземпляре.
Ну, достается. Ой, не показываю, пока не показываю. Обещал не показывать. А второй это вот. Тоже ты недалеко-то от него гуляла, ходила, но его не заметила. Так, вот, ребятишки, показываю, какой достанется гриб мамуля. Хороший, да? Согласен с вами. Пока ждал мамулю, зрительно ее искал, оглянулся, то есть в ту сторону, в ее, и обнаружил для кого-то белый вот такой гриб. Ах ты, боровичок-то мой. Ай да боровичок. Можно пойти по дороге и насобирать кучку небольшую, но, а может и большую, боровичков. И все это возле дороги, не отходя, так сказать, от кассы, собирая грибы, не отходя от дороги. Вот. Замечательно. Всем замечательно. А? Красота. Ребята, ну а вот эти грибы, они совсем наглючие. Прям у дороги, посмотрите. Это я вам только первый показываю. Первого красавца. Мишенька, похоже, это твой. Сейчас пойдем к мамулиному. А мамулин находится чуть подальше. И посмотрите, как он выглядит. Имеется в виду возле дерева. Дерево, дороги. Мамулин. Это мамулин. Чуть-чуть ножка потолще, но, скажем так, такой же, одинаковый формат. Кстати, неужели они вот так за ночь-то подросли? О, как глаза. Пачками растут. Просто огромными пачками. И вот чуть-чуть дальше тоже. Сибирь, Томская область, канал Юрганов Лайф. Ну, чуть-чуть кто-то покушал, но это мелочь. Издалека заметил. Но почему-то мне показалось, что это будет просто не гриб, а кора сосны. Она как раз по цвету примерно такая же. Но нет, оказался боровичок. Ух ты, какой чистенький. Неискусанный. Неискусанный червячками. Абсолютно идеальный гриб. Погода разыгралась. Солнышко засветило. Это надо видеть. То ли их
прикрыл кто-то веточкой. То ли они так, кстати, она вот так тяжело поднимается, то ли они сами так приподняли. А он, смотрите, какой двойной красивый, а? Красотуля. Это двойняшки, можно сказать, близнецы. Ну, а вы знаете, близнецов не разъединяют. Они и в школе, и в садике вместе в одной группе. Поэтому кому-то одному и достанется. Уже машина виднеется. Ну и грибы тоже виднеются. Прямо на дороге. Ну, смс-ки посыпались. Еще один маленький малышок. Боровичокс. Опа. Какой красавчик. Странно, что его никто не увидел. Хотя, если честно, я его тоже не сразу увидел, потому что я... Да, я вам, знаете, как скажу. Я вам скажу так. Вот этот гриб я не увидел. Увидел его после того, как нашел вот этот гриб. То есть вот так он торчал, я подошел, пальчиком отковырнул и увидел, что там беленький. А потом раз, и только тогда увидел вот этот большой. Так-то они оказались даже ничего, очень даже симпатичными. Один крупный, другой помельче. Бочоночек-то, а? Какая мелюзга. А? Изогнулся буквоязёк. Кстати, на него кто-то наступал в свое время. Но это еще не все, ребята. Пойдемте дальше посмотрим. Рядом с брусничкой растет. Вот ушки. Какой красавчик. Ребята, все-таки грибы очень быстро растут. Вот буквально, я не знаю, за ночь они вырастают до таких размеров, ну, которые их видно. Прям показываю. Вот вчера возле вот этого, скажем так, завалившегося дерева, возле сосны, проходил и ничего не было. А сейчас, смотрите, вот он за ночь как подрос и вылез. Но ладно бы он один был, а то я и второй не увидел вчера. Ребята, хотите, что-то скажу? Вон там, когда стоял в том месте, я увидел вот этот гриб. Я его увидел, и вот вам показываю. Но дело в том, что сейчас давай вам показывать, что есть вот этот гриб. Смотрю, а вот еще один. Вот еще один вылез, пока я доставал камеру. Короче, грибы очень быстро растут. Прям за мгновение ока. Пойдемте, я вам еще покажу.
То есть вообще отличная полянка, на которой растут грибы белые, боровики, чудо леса. Вот. Вчера я его здесь чистил, гриб. А вот этот я не видел. А он за ночь, посмотрите, так же, как эти братья, подрос. Так что, ребятушки, всем хватит. Все довольны. Все счастливы. Канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Заканчиваем уже. Скоро финальные аккорды. Можно даже сказать, что вот это был финальный аккорд. Ну, еще если пару кадров будет, я думаю, ничего страшного. Во. А они будут. Только встал с коленок, взял грибочки, чтобы почистить. И глядь вот сюда. А здесь еще один. Красотулечка вылезает из мха. Уже пятачок здесь на одной полянке. Вот они какие божественные боровички. Без червячков, молочные, такие молоденькие, все упругие. Ай да здорово. Ребята, это, наверное, никогда не закончится. На одной поляне просто... Я никак не могу уйти. Вон машина, мамуля меня уже ждет вовсю. А я все никак не могу уйти. А почему? Да потому что вот они, белые, не отпускают. Прям, ну, не отпускают. Это ладно бы там по одному штуке. А то они пачками растут. Вон. К следующей пачке пошли. Не пачке, к следующему грибу. Вот. Вот он. Ну, вот скажите ему, чтобы он меня отпустил. Нет, не отпускает. Никак не хотят, чтобы я домой поехал. Уже надо ехать, а никак. Вот как-то так. Ну что, ребяточки, а теперь финалочка. Показываю полянка достойного заключения этого ролика. Итак, поехали. Первый гриб. Первый боровичок. Вот он. За ночь нарастился. Вырос как следует. Погнали дальше. Второй. Пошли ко второму. Срочно. Срочно. Он не хотел сдаваться. Он прятался как мог, ребята, честно. Я подтверждаю, но от меня далеко не уйдешь. Поэтому вот он. Вот он, второй грибочек. Это все в одном месте. Посмотрите. Дальше третий грибочек. Третий, где-то был. Где-то был. Вот он. Вот он. Вам тоже не было сразу видно. Такое бывает, когда глаз не наметан. Согласен. Так, это троечка. Ну что, ребята, это последний гвоздь в крышку гроба, так называемый. Финалочка. Дальше еще я вам показываю. Вот. Смотрите, вот он. Растет четвертый. Четвертый боровичок. Тоже за ночь подрос. Показался во всей красе. Так, четверочка. Опачки. И еще один. Пятый грибочек где-то был. Где-то. Их даже два. Пятый, их даже два. Сейчас-то видите? Они прям даже отличаются по цвету. Их двоечка вот такая. Вот, ребятушки. Я это называю шах и мат. И в заключение, самое заключение, это вишенка на торте. Вот как вам такая вишенка? Похоже? Абсолютно. Абсолютно похоже. Я с вами согласен. Полностью.
Все, ребята, я просто молча вам показываю, и все. У меня уже камера сломалась. Вот эта, скажем так, крышечка, которую открываешь каждый раз, чтобы включилась камера, и можно было снимать. А потом закрываешь, она отключается. То есть она уже не реагирует. Что в закрытом положении, что в открытом положении, она уже не работает. Только снимать может и отключается, когда самоотключение, когда долго не включаешь. В общем, смысл какой? Машина уже близко, я все подхожу ближе и ближе, уже заканчивается, а грибы не заканчиваются. Ну вот они растут, ребят, вот. Все рядом с машиной, буквально все возле машины. Опять же я скажу, это не все. Вот машина, стоянка, а вон гриб. Честно. Камера сломалась, грибы не кончаются, все не отпускают. Вот теперь точно будет все. А вот теперь подводим, ребята, итоги. У меня убедительная просьба. Я не знаю, сколько грибов насобирал, но тем не менее, если вам не трудно, напишите в комментариях, сколько я насобирал грибов. Ну, так, просто для понимания. Я не знаю, может это 50 штук, может там 15. Но если вы считали, то обязательно напишите. Итак, итоги. Смотрим. Давайте начнем. Вот это насобирала мамуля. Вот за последние, наверное, минут 15. Потому что я вот был на вот этой полянке и собирал вот эти вишенки на торте, которые шах и мат там. Вот она и попались, и беленькие. Это в последние 15 минут. До этого она насобирала вот такое ведерко. Очень для нее удобное. Небольшое, но компактное. Дождь пошел, крышечкой накрыл. И все замечательно. Были у нее и маховички, и здесь, и там. И вот такие тоже симпатичные беленькие грибы. Но я не видел, как она собирала. То есть я не подходил. Каждый мы в своем как бы районе, что ли. Ну, хотя друг от друга не отходили. Ребят, ну а вот это мой улов. По весу, ну, наверное, килограмм 7 есть. Вот какие последние, это вы помните, были грибочки небольшие, которые торчали из мха. И вот такие двойняшки попались. И маховички я собирал, не поверите. Да, просто пожарить их. Так, вот такие симпатюли. Вот такие беленькие грибочки. Итак, ребята, вот это улов. Половину я сказал, что отдам мамуле. А Мишке сколько-то отсыплю. Ну и себе, наверное, все-таки оставлю. В морозилку положу, чтобы зимой можно было достать, нарезать и в пиццу положить. А самое интересное, я вам скажу так. Вот машина рядом. Итоги подводим здесь. Привстаю чуть-чуть выше и подхожу, показываю вам следующий экземпляр. Вот он вырос. Ну, имеется в виду, что прям все рядом, столько много, прям очень, действительно очень много. И самое интересное, я вам скажу, что погода позволяет. Обещали 24 градуса, и действительно ни капельки не холодно, влажно. Всю ночь, вечер и ночь лили дожди, прям лили. И налили вот такие грибы. Сейчас покажу еще. Вот такие грибы налили, которые сейчас у вас на экране. Все это рядом. Ребятишки, это все прям здорово. После таких грибов, после такого азарта, после таких урожаев, скорее всего, завтра, 8 сентября, с мамулей опять рванем за белыми грибами. Это необходимо. На этом все, ребята. Это был с вами Иван, канал Юрганов Лайф. Кстати, хотел сказать своей супруге: Юля, не переживай, все отлично, я тебя люблю, скоро выздоровеешь. Грибы мы собираем, отдыхая от маринования, от переработки. Хотя там опять-то вовсю лезут, прям кучами их можно собирать. В общем, ребята, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, пишите комментарии под этим видео, жмите на палец вверх, ставьте эти лайки.
Что, грибы есть. Всем удачной охоты. Спасибо большое лесу. Это обязательно спасибо ему. Огромное спасибо, потому что он нас кормит. В любом случае, как ни было, но тем не менее. Вам спасибо, мои подписчики, гости моего канала, что зашли, посмотрели этот ролик. За то, что подписались, написали комментарий и поставили лайк. А я Иван, канал Юрганов Лайф, с вами прощаюсь. До новых встреч и говорю пока.